Привет, друзья! Сегодня я хочу сделать для вас гадание на любовь и отношения. 4 расклада коротких мыслей, чувства, действия загаданного человека, мужчины или женщины. Этот расклад Таро для мужчин и женщин, поэтому выбирайте колоду. Позиция 1, позиция 2, позиция 3, позиция 4. Тайм-коды в описании. Первое будет Монара, второе будет Колесо года, третье будет Оракул Чиро Марчетти Ленорман и забытый или заброшенный Оракул, четвертым раскладом. Итак, уверен, что вы выбрали. Давайте посмотрим мысли, чувства, действия загаданного человека. Мужчины или женщины. Ну, этот инструмент, он больше подходит для женщин. Но, тем не менее, мужчины могут гадать на нем совершенно неплохо. Почему? Так, потому что это женские энергии здесь проявляются. Итак, мысли, чувства и действия. Ну и давайте один сегодня будет по одному. Я сделаю карта, ну, такой Джокер-сюрприз, да, Джокер у нас в прямых эфирах, ну, как бы перебивает, да, а здесь он просто как сюрприз, как фактор, да, какой-то внешний фактор. Итак, что думает, копаемся в голове, что думает? Ну, смотрите, он думает о том, что вы знаете, особенно если вы женщина, что вы ему нравитесь. И он думает, какая вы красивая, вам с ним достаточно, я вам скажу так, комфортно. Вот, и здесь Марс в рыбах. Здесь такое, он ждет вот такого момента, когда он думает, когда же вы поддадитесь. То есть он готовит свою атаку, но знает при этом, что вы ему нравитесь. Вот так вот. Интересно выпадает. Вторая карта, что чувствует? Он чувствует, что вы к себе маните и не отпускаете. Вот есть в вас какая-то такая, какое-то качество, какая-то особенность, да, возможно, это особенность вашей сексуальности, да, то есть он чувствует притяжение и отпустить вас не может. При этом здесь есть контраст: в чувствах огонь, а в голове у него эмоция или чувство, то есть его чувство переполняет, то есть он закипает постепенно. И здесь 12 уже в мыслях и чувствах, он как повешенный, он становится зависимым от вас. Ну, я могу вас поздравить с этим, да. То есть, в принципе, он, ваш партнер, партнерша, ну, на крючке на таком, да, вот где мысли и чувства переполняет, не знает, что делает, не решается, но думает о том, когда вы поддадитесь, как минимум, понимая то, что вы ему нравитесь, да. Ну и что будет делать, да? Что будет делать? Он будет продолжать оказывать вам знаки внимания, продолжать вас как бы усыплять, успокаивать, останавливать, продолжать контролировать ситуацию по большому счету и играть с вами, знаете, вот, то есть он настроен к вам в принципе дружелюбно, игриво достаточно. Здесь 14 урегулирования, возможно, у вас сейчас какой-то кризис, но даже если у вас возник какой-то кризис в отношениях, он в ближайшее время урегулируется и разрешится в лучшую сторону. А во всяком случае он будет продолжать играть, но делать он это будет, вот особенно если мужчина, он будет делать это пассивно, а женщина здесь будет продолжать активную игру. И вот именно если вы, мужчина, смотрите, то женщина здесь достаточно активная, красивая, очень сексуальная, очень такая горячая, давайте так скажем.
и она не хочет вас отпускать. А мужчина здесь более такой пассивный, нерешительный, более робкий. Ситуация у вас меняется, она в динамике, хотя в общем в динамике, но на данный момент она немножечко завязла. Знаете, как бы отношения, ну, как бы вам кажется, что это в болоте, остановилось, но тем не менее прорыв в этих отношениях будет. Здесь и Марс в Овне, и Юпитер в Козероге, то есть будет развиваться. Поэтому не расстраивайтесь, не печальтесь, ни ваша партнерша, ни ваш мужчина никуда не денется, здесь все под контролем. Ну и карта Джокера. Карта Джокера здесь король воздуха. Король воздуха — это мужчина, который держит под контролем. Поэтому для женщин, которым кажется, что он совсем уже там тормоз, пассивный, там, ну, тоскливый дятел и так далее, как бы вы там его ни называли, это ни о чем не говорит. Он достаточно умный, он все понимает, все чувствует, все просчитывает, он достаточно жесткий, здесь чистый водолей. И этот мужчина может быть, особенно если речь идет о мужчине, он может быть военный или госслужащий, или вообще достаточно целеустремленный. Поэтому он, по сути, как, знаете, он знает, что он делает, но явных каких-то, ну, таких резких движений, совершать резких и непродуманных движений он не будет. То есть вот это и есть главный ваш сюрприз. Поэтому он позволяет вам, как женщине, играть собой, если это мужчина. Ну, а если женщина, то она здесь достаточно тоже умная и достаточно жесткая. Поэтому от любого партнера, как от мужчины, так и от женщины, здесь можно в любой момент ждать какой-то, ну, давайте так скажем, необдуманный ход. Или, ну, как бы резкий ход. Но этот ход не будет не необдуманный, а наоборот резкий, внезапный, продуманный ход. Поэтому ему и нужно вот это время вашему партнеру для выжидания в этой ситуации, чтобы, ну, что-то прояснилось. Поэтому он, как бы, знаете, он прощупывает почву для следующих шагов, да, чтобы их проанализировать и продумать, и что сделать дальше. Поэтому ему нужна вот эта вот пауза по 14-му аркану, как бы для того, чтобы нащупать следующие логические ходы, да, или совершить следующие логические ходы. Позиция номер 2, да, или расклад номер 2, колесо года. Самое время поставить лайк, подписаться на канал и обязательно напишите любой комментарий, как вам резонирует тот или иной расклад. Итак, что там в голове, что там на сердце и что там в намерениях, в действиях. Карта сюрприза или карта Джокера, которая вносит немножко такой, ну, возможно, какую-то спонтанность, да. Позиция номер 1. Что он думает? Ну, он думает, как защититься в этой ситуации. Ну, да, он может и думать, как вас защитить. Поэтому тут уже смотрите по своей ситуации, расклад-то общий. Поэтому вообще он думает о защите. По сути, я чувствую, что он защищается от ваших эмоций. То есть ваша эмоция, которая на него прет огнем. Да, и у вас ваши эмоции, они достаточно такие яркие. Вот. Но эмоция здесь, видите, вода же здесь прет. То есть он пытается уйти в защиту, да, и как бы для него вот эта реакция, она немножко, ну, ее много. То есть вашей реакции для него много. Вы чрезмерно эмоциональны, поэтому, ну, он воспринимает вас как чрезмерно эмоционального партнера, партнершу. Дальше, что чувствует? Ну, вот он чувствует, что вы обманываете. То есть за вашими эмоциями он чувствует неправду. Ну, то есть он вам не верит. То есть, знаете, как там по Станиславскому там верю, да, так вот тут вот не верю. То есть он не верит вам, не верит в ваши чувства. И здесь две семерки, здесь идет колебание, как по мозгу, да, то есть его мозг не понимает, что происходит, да, и он от этих эмоций немножко абстрагируется. Ну и в чувствах тоже он не верит, потому что
Карта достаточно обманчивая, и здесь получается наоборот, мысли в чувства попадают, поэтому ну вот вы где-то не доигрываете свою роль, свою партию, да, вот здесь эта дама, она так, то есть он, ну как минимум он чувствует, что это какие-то легкомысленные эмоции или чрезмерные эмоции, которым он не доверяет. То есть под ними есть какая-то фальшь, и вы сами знаете, какая фальшь под этими эмоциями. Возможно, он чувствует, что вы пытаетесь манипулировать эмоциями, да, где есть такая, ну, неосознанная, больше незрелая такая манипуляция, и это, в принципе, бывает у всех у нас, да. Ну и, то есть неосознанная манипуляция эмоциями. Ну и намерение вашего партнера, он вам даст шанс. Это не конец отношений. Я не исключаю, что где-то, возможно, вы от него требуете больше, чем он может дать. Все-таки туз пентаклей это немножко про деньги. Но тут смотрите, вокруг чего. Может, вы там, он или она вам что-то не додали, не докупили, не допринесли, не дообслужили, да, как-то так. Но, тем не менее, он чувствует, что, ну, знаете, как все наладится, все образуется, и он найдет в себе ресурс, чтобы вам что-то предложить новое или пойти по другому сценарию в этих отношениях, и как-то, возможно, вы будете договоритесь, да, о проявлении этих эмоций. Возможно, он вам не доверяет, вы не договариваете какую-то правду, все-таки это внутренний аркан такой, да, больше. И здесь вот как бы партнер попросит вас говорить, быть более искренней или говорить сразу, что вам не нравится, да, вот, ну, как по психологии, да. Возможно, вы все-таки как партнерша или партнер скрываете что-то, не договариваете, а потом вот эта недоговоренность, она сперва выстраивает вот этот барьер, потом выстраивает барьер недопонимания, недоверия, ну а потом будет какой-то прорыв, да, то есть вы все-таки можете договориться. Карта Джокера. Здесь шестерка пентаклей, то, о чем я и подозревал. Ну, как минимум, смотрите, требований к партнеру вашему должно быть, ну, как минимум на 50% или в 2 раза меньше. То есть просите меньше, дадут больше. Да? Є таке прислів'я українською: покірне телятко обидвох маток сосе. Ну, попробуйте больше вкладываться в эти отношения. Это карта распределения потока. Или будьте проще, будьте более снисходительны к ситуации, да? Проявляйте эмоцию, ну, не так концентрированно, в 2 раза меньше, и уже, знаете, как будешь проще, к тебе потянутся люди, да, как по этому тузу пентаклей. Поэтому карта Джокера говорит о том, что поток запроса, поток брать у вас, он хорош, да, но ваш партнер не готов реагировать на такой запрос, или поток эмоций, он велик, соответственно, вот этот поток эмоций, он на материальном уровне действует на работу, на финансы и на возможность давать вашего партнера. Поэтому честность и величина потока финансов и эмоций здесь влияет на конечный итог и перспективы возможности взаимодействовать с вашим партнером. Ну, вот такой коротенький расклад, но достаточно емкий, информативный, я считаю. А вы напишите, как вам, достучался ли я до вашего бессознательного, да, как говорится. Расклад номер 2, точнее 3, извините, расклад номер 3. Ленорман. Мысли вашего партнера, чувства, намерения, ну и карта факт, X-фактор, давайте его так назовем. Может быть X-фактор, пусть будет не Джокер, а X-фактор. Первая карта. Смотрите, он вас не понимает. Вот либо он вас запутывает, да, но все-таки это что он думает о вас. То есть вы его запутали, честно говоря, он запутался. Он что-то, вы знаете, вокруг да около, и тут я вижу одного мужчину и 2 женщин. Но смотрите, я понимаю, что тут может быть наоборот 2 женщины, да, 2 мужчин и 1 женщина, да, тут даже может быть 1 мужчина, 3 женщин. Смотрите, во главе всего есть женщина.
Если вы видите себя здесь, вот здесь, в этой арке, то вообще он пока не понимает, с кем ему. То есть у него головокружение либо от успеха, либо от количества женщин, либо от мнения женщины со стороны. Поэтому там может быть как мать вашего мужчины, так и там мать вашей женщины. Понимаете? То есть здесь немножечко есть такое головокружение и непонимание. То есть запутался, не понимает и вот ходит кругами, да, как говорится. Вторая карта, что чувствует? Но вообще вам, ему точнее с вами, да и ей с вами, как мужчине, неплохо, комфортно. Это королева червовая, это королева кубков, он любит вас. Тем не менее, да, но запутался. Такое часто бывает, где мы любим друг друга, но запутываемся. И вот эта вот путанина, знаете как, тут можно по этой путанине укрепить это гнездо, да, можно его наоборот разрушить, пытаясь развязать этот узел путанины. Поэтому в чувствах у него как бы он не хочет вас терять. Ну, пусть пока покружится, да, вы согласны? Если согласны, пусть покружится, то напишите, да, в комментарии. Ну и третье, намерение ничего делать не будет, торопиться не будет, он чувствует препятствия, он чувствует проблемы, потому что резких каких-то движений не сделает пока. Сейчас посмотрим X-фактор, да. Ну а вообще у этого партнера, партнерши, у мужчины могут быть связи, которые тормозят ваши отношения с покойником. И здесь вот все-таки во главе может быть покойная мать. Здесь влияет на это, она тут в центре, и тут много женщин, может быть сестра и так далее, может быть живая сестра, понимаете, то есть кто-то тормозит его очень сильно, может быть жена, бывшая, настоящая, то есть на этого мужчину, ваши отношения, они как минимум в тупике. Почему? Потому что, как минимум ваш партнер ничего не будет предпринимать, и нет разницы, мужчина он или женщина, правильно понимаете, да? То есть, если даже и женщина не будет ничего предпринимать, то это уже проблема, да? То есть, как бы движения нет. Поэтому, вот так. Но сама королева червей и аисты или гнездо, да, или птицы в гнезде, гнездо, все-таки они дают надежду еще. Давайте X-фактор, крест. Все-таки, смотрите, здесь первое, очень сильно влияет род. Умерший покойник, кармические моменты в этих отношениях весьма и весьма непредсказуемы, и вы о них, может быть, даже не знаете, но карма, сила рода, сила связей с мамой, с бывшими, с бывшей и так далее. Поэтому это проблематичные отношения, хотя, я не исключаю. Здесь я не говорю, что будет все хорошо здесь по этим отношениям. Здесь, знаете, отношения через проблему, преодоление препятствий, проблем, через зигзаги судьбы, лабиринты судьбы и так далее. Но тем не менее, для чего-то вам даны эти отношения, и, возможно, у вас, да, как бы ваша кармическая история, да, его кармическая история, поэтому это отношения кармические, и у него, как у партнера или партнерши, у нее тоже есть кармические неразвязанные узлы и проблемы. Здесь этот лабиринт про узлы и крест про узлы больше, поэтому это именно кармическое прошлое и не дают двигаться счастливо в будущее, хотя она вас любит. Поэтому это может быть как безответная любовь или любовь, знаете, как по кругу, по спирали или на разных этапах, в разных проявлениях. Может ли это быть любовь до гроба? Да, если вы долго искали этого мужчину или эту женщину и нашли. Особенно если мужчина здесь искал, тут 3 женщины, да, то в принципе это может быть любовь до гроба, но опять-таки у вашего партнера, партнерши, здесь есть много кармических моментов, которые будут влиять как на вашего партнера, так и на вас в конечном итоге. Ну и последний расклад номер 4. Уверен, что вы уже настроились на эту замечательную колоду. Позиция 1. Мысли, чувства,
действие. И такой к себе X-фактор. Ну, если вам X-фактор не хочется, да, ничего непредсказуемого, вот услышали, тут все хорошо, да, тогда не смотрите. Ну, а если хоть хотите приоткрыть ящичек Пандоры, то он здесь, да. Итак, уверен, вы настроились, да, давайте смотрите. Знаете, он себя корит, винит, его мучает совесть. Вот тут вот чувство вины в вашем партнере очень сильно. То есть, знаете, это я люблю, вот это кусай локти, Толя, без тебя я расцвела. Вот это тот самый случай. И если у вас, вы знаете, что он или она кусает локти, напишите «кусай локти, Толя». Ну, я услышу вас и почувствую ваш резонанс. Мне очень будет хорошо, приятно. То есть, ну, смотрите, человек занимается самоедством и либо убивает себя, либо съедает себя изнутри, снаружи, либо изнутри и снаружи, особенно если он любит себе щеки кусать, губы, ногти, ну и так далее, да, там может быть себе вены режет. То есть человек не в лучшем состоянии физическом, духа, одичавший малец, да. По сути, ваш партнер, партнерша, он или она такой инфантил, ребенок, ну, застрял в этом, видите, как перманентно там остался, да, вот почему-то. Ну, может быть, какой-то стресс есть. То есть человека терзают смутные сомнения, он не уверен ни в себе, ни в будущем, и, к сожалению, он себя уничтожает, убивает. Ну и сожалеет. Вторая карта, смотрите, он себя корит, но в чувствах к вам он не хочет. И здесь вот такой парадокс. Да, за что же он себя съедает? Ну, за что-то. То есть, может быть, из-за того, что он раньше этого не сделал. В чувствах к вам инфекция. Поэтому это может быть как вирусы, как навязчивая идея. Может быть. Но все-таки, смотрите, эта навязчивая идея, скорее всего, о вас, она заставляет его мозг себя разрушать, ну, то есть свою физическую оболочку. Поэтому он как минимум вас боится, он считает, что все беды от вас, он, ну, то есть он сваливает всю вину. У него проблемы, кстати, тоже со здоровьем у этого человека серьезные, ну, по этой комбинации как минимум мы имеем такого. Вот, могут быть проблемы с кожей, вот, с высыпаниями и так далее. И ну, он ни в чувствах, ни в мыслях не может быть с вами, потому как в чувствах вы для него инфекция и вирус, поэтому он вас либо очень сильно боится, вот, либо очень сильно обвиняет. Вот так. Но и боится, и обвиняет, оно очень близко, поэтому может быть и боится, и обвиняет. Слышите, да? Позиция номер 3, вот его намерение интересно. Вот тут посмотрим, насколько он агрессивен к вам, да. Ну, смотрите, здесь лапы есть, поэтому будьте осторожны. Этот человек может для вас, я не делаю диагностики сейчас, он может для вас иметь такую, ну, как бы потенциальную опасность. Может свои лапы, щупальцы так к вам протянуть. Но в силу его психоэмоционального состояния, скорее всего, он этого делать не будет, потому как я чувствую, что на нем сглаз, а не на вас. У меня такое ощущение. Если вы захотите провериться, вы проверитесь, вы найдете, кто вас проверит и так далее. Я здесь о том, что он, скорее всего, не хочет вас видеть, он отталкивается от вас, он будет отдаляться от вас, потому как вы для него вот этот вот навязчивая идея, паранойя, инфекция, вирус и так далее, понимаете? И он будет отталкиваться от вас, считая, что все беды и горе, и весь этот сглаз, весь этот, да, фурункулез у него от вас. Возможно, вы его каким-то макаром там чем-то наградили, да. Ну, это общий расклад, все что угодно может быть, это жизнь. Но
вы могли его наградить и энергетикой какой-то. Иногда пары сочетаются таким образом, что пропитываясь энергетикой один другого, но более слабая энергетика потом стагнирует, да, и заболевает. И более сильная энергетика служит как сглаз. Понимаете, да? Вот здесь вот так. Может, это очень сильный оракул на диагностике энергетик. Ну и X-фактор. Что же здесь? Ну, для тех, кто не хочет смотреть, выключайте, но напишите комментарий, ушла раньше или ушел раньше, чтобы не портить расклад. Вот, ну, хотя как тут его уже испортишь, да, тут все плохо. Ну, бывает. Ну и смотрите, слезы, X-фактор. Ну, все-таки, так как я и говорил, да, здесь горе этому человеку. Здесь вот, да, если вы гадали на обидчика, ваш человек страдает, ваш партнер страдает, и здесь ничего хорошего не будет. Скорее всего, с ним, да и с вами не будет, если вы будете приближаться к этому человеку, потому что он, скорее всего, для вас токсичным. Поэтому, если это так, тоже напишите, я почитаю, будет интересно, насколько срезонировал 4-й расклад. Ну а вам искренне желаю не плакать, улыбаться, и чтобы следующие ваши отношения не были инфекционными, токсичными, да, или такими, которые бы влияли на ваше здоровье. Обязательно выздоравливайте, набирайтесь сил, готовьтесь к чему-то новому. Мира вам, вашему миру, и на связи. Пока-пока.